Привет, друзья, это спецреп-редакции. Как мы все видим, протесты вроде как затихли. Многие говорят «до весны». Кстати, такое же затишье мы наблюдаем и в Беларуси, за которой, понятно, все следят, все на нее оглядываются, как на такой более ранний и более худший пример подавления протестов. Несмотря на то, что кажется, что там в Беларуси все замерло, в фоновом режиме там все равно все продолжается. Вот, например, недавно была новость, что забрали около 20 человек за то, что они устроили несанкционированный митинг под видом катания на лыжах. Лыжников забрали. И пока Александр Лукашенко начал вроде как торговаться об условиях ухода, мы понимаем, что когда наступит тепло, скорее всего, все равно начнется новая серия народного сериала «Победи Лукашенко». Мы помним, что первая серия, первый раунд этого противостояния остался за президентом. В первую очередь, главным образом, из-за лояльности силовиков. Но вопрос, насколько крепка эта лояльность? Бывшие силовики из организации «Байпол», бежавшие из страны, уверяют, что на самом деле нет. И в подтверждение своих слов приводят большое количество видео и другой информации, которую им, по их словам, сливают в том числе и действующие сотрудники органов. И смысл этих сливов – деанонимизация тех, кто засветился в беззаконии. Но действительно ли это расшатывает режим изнутри? Или это только скрепляет его, создавая давление снаружи? Константин Гильденцвайг отправился в Польшу, чтобы выяснить, кто входит в объединение «Байпол», что движет этими людьми и кто их финансирует. И во время побега, когда был самый длительный период моего шествия, это более 70 километров, по лесам там сутки и так далее, я дико злился, потому что мне болело все мышцы абсолютно, и я там, реально страдал. Но я не впадал в апатию, в депрессию, а я начинал в мозгу злиться и думал, как я буду мстить этой власти за то, что они сделали со страной, за то, как поступили со мной, только за какой-то рапорт. Были такие идеи создания Байпола, и были идеи очень радикальной борьбы. Я хотел уничтожить всю систему нахрен. Евгений. Здрасте, Константин. Простите, мы к вам опоздали, потому что выяснилось, что у вас тут над Варшавой мало где можно летать на коптере. Но это не мешает пытаться снять наш офис людям, которые приехали на белорусских номерах и пытаются следить за нами. Мы знаем, что в конце декабря сюда перебросили небольшую группу, которая и пытается найти всех участников Байпола. Человеку далекому от белорусской повестки, как бы вы объяснили, что такое Байпол? Я называю это Ассоциацией независимых расследователей из представителей силовых структур, бывших следователей, прокуроров, в том числе судей, которые объединились с целью расследования уголовных дел, совершенных белорусскими чиновниками, белорусскими силовиками и другими представителями белорусского режима. Мы знаем, что по нам уже есть приказ о том, чтобы найти всю нашу группировку и разобраться с нами. Потому что единственное, чего сегодня действительно боятся белорусской власти, это раскачка силового блока. Пока последний ОМОНовец мне не скажет уходить, я буду наглухо стоять в этой стране рядом с вами плечом к плечу. Он по факту сам уже признал, что единственная опора, которая у него осталась, это опора на силовой блок. Больше ни на кого. Помните, как раньше говорили, настоящий мужчина в своей жизни должен сделать 3 вещи: посадить дерево, воспитать сына и построить дом. Сейчас, конечно, к этой фразе можно сильно прикопаться. Почему должен? Почему именно сына, а не дочь? И почему женщина не может сделать то же самое, если захочет? Короче, времена меняются. И давайте будем честны, далеко не у всех сейчас есть время и желание самостоятельно строить себе дом. Особенно если это могут сделать за вас профессионалы. АПС – домостроительный комбинат. Выбор тысяч семей по всей России. Вы только посмотрите. Даже не думаю, что сейчас стоит погружаться в процесс, но вот эти этапы строительства, которые у вас могут затянуться на несколько лет, АПС ДСК выполнит в кратчайшие сроки. Однажды ребята даже возвели дом за 24 часа и попали в Книгу рекордов России. Загородный жилой дом из клееного бруса – надежный и экологичный вариант. У АПС ДСК собственное деревообрабатывающее производство, поэтому при строительстве используется только качественный клееный брус, а также оборудование от ведущих европейских производителей. Опытная команда архитекторов и инженеров воплотит любую вашу идею в реальность. С помощью компьютерной визуализации наглядно продемонстрирует все элементы будущей постройки и рассчитает смету. А строители выполнят работу с детальной точностью, вплоть до полной отделки и электрики
электропроводкой. То есть заезжай и живи. На сайте вы можете заказать индивидуальное проектирование собственного дома или выбрать уже готовый вариант. Переходите по ссылке в описании, чтобы ознакомиться со всеми услугами домостроительного комбината АПС. Неприметный офисный центр в Варшаве. Разве что вот камер наблюдения здесь и здесь чуть больше обычного. Внизу книжный магазин, продуктовый. Это самая окраина столицы Польши. А наверху те, кто, скажем так, для Беларуси завтрашнего дня готовит переходное правительство с прицелом на те времена, когда и если режим Лукашенко падет. Они называют себя Народным антикризисным управлением, сокращенно НАУ. Среди них немало тех, кто прежде в коридорах белорусской власти ходил по куда более высоким этажам. Это их теперь Лукашенко называет нашими беглыми. Справа бывшие гражданские, зачастую это госчиновники, слева и особняком их соседи, отвернувшиеся от режима белорусские силовики. Это, как говорят они сами, лишь один из офисов инициативы «Байпол». Ну все, они пришли. Мы готовы. Снимаем там. Здравствуйте, Игорь. Вас можно снимать? Меня можно. Отлично. Игорь. А остальные? Все остальные из команды Байпол специально поехали сегодня в другой офис. Чтобы не светить свои лица. Это первая съемка вообще, да? Вы никогда не показывали, как вы работаете? Как работаем, мы не показывали, и более, наверное, Да мы вам всего и не покажем. Это десятки людей, и это не только в Варшаве. Но и в других странах тоже уже есть офис. Когда некий белорусский милиционер присылает вам видео, базы данных, они оседают не здесь, не на этих Они сюда даже не приходят. Приготовиться. Сейчас идем на разворот плотно и по команде работаем. Спокойно. Пол. Наши гранаты готовы. Да, гранаты. Спокойно. Под мостом их можно ебнуть все. Разворачиваемся машиной. Боевой порядок в обратную сторону. Разворачиваемся. Боевой порядок в обратную сторону. Атака, прием. Да, по каким-то моментам мы знаем этапы, как к нам попадает материал, по каким-то нет. Иногда что-то приходит в телеграм-канал, мы забираем там условное видео, и переписка удаляется, и мы даже не можем пообщаться с человеком. В большинстве своем информация предоставляется именно вот как раз-таки неравнодушными людьми из системы, из тех людей, которые на нашей стороне. Еще раз молчание хуже будет. Точка 2. Жизнь одна. Гуляли, мы просто гуляли друг. Это ТИР УВД Фрунзенского района города Минска, 12 августа. Мы видим пытки, которые применяются. При нормальной работе закона на основании только одной этой публикации должно было быть возбуждено уголовное дело, чего мы не видим. Тем более, что в МВД, если будут вопросы по установлению лиц причастных, мы им поможем. Вы смогли идентифицировать фигурантов этого ролика? Если говорить о данном сотруднике, это сотрудник госавтоинспекции, сотрудник в звании капитана, лицо которого мы можем видеть. Соответственно, есть за что зацепиться. Если вопросы по персонажу в маске... Он без опознавательных знаков, да? Он просто в майке, но это сотрудник патрульно-постовой службы. Почему вы делаете такой вывод? По форменному обмундированию. Плюс мы нашли некоторых людей, которые были там в зале. Они многих людей сумели сами идентифицировать. Зачем тебе 18-летнему было переться в этот город сказок? Покорили стал. Быстро. Смотрим туда. Съемка с мобильного телефона одним из сотрудников органов. Сотрудницей. Она продолжает работать в органах? Да. Я не очень понимаю. Человек является соучастником этих событий. Он видит, как над людьми измываются, пытают. Но не факт же, что этот человек прислал нам это видео. Им это зачем, если они не собираются лезть на рожон, их все вроде как устраивает. В чем смысл? Так в том-то и вопрос, что их не устраивает то, что происходит. Но в силу обстоятельств они не могут покинуть ряды.
С момента прихода на службу милиционеру рассказывают, что вне рядов правоохранительных органов он ничего не умеет и никому не нужен. И он обречен всю жизнь носить погоны. Да. Смотрите, система очень сильно построена. Ты поступаешь в академию, как я. Каждый год обучения стоит $10 000. То есть, отучившись 1 год, ты должен 10, 2 года 20 до 50. То есть, на 4 курсе ты осознал, что тебе это не надо, ты уже уйдешь, что у тебя долг будет такой, что... Ты уже в кабале. Да, ты в кабале. То есть, либо ты носишь погоны, либо ты там идешь на свалку бутылки собирать. И когда тебе на протяжении лет это вдалбливают в голову, это имеет какой-то эффект. Силовой аппарат монолитен в определенной степени. Почему? Потому что он боится то, что заводит им пропаганда в сознании, что если произойдет изменение власти, вас всех разорвут на куски. Это все говорит Лукашенко. И только тот победит, кто имеет железную волю и терпение. Но раскол идет, и все-таки кусочки они отлетают. Это на самом деле сотни, тысячи отвернувшихся от Лукашенко силовиков, или это несколько идеалистов, которые блефуют и едва ли способны расколоть силовой блок Беларуси? Это однозначно не несколько идеалистов. Но вот смотрите, в моей команде, например, работает порядка 20 активных силовиков, которые именно пишут реформы. Мы встречаемся регулярно и общаемся в открытую с ними. Но у каждого из нас еще есть сеть из какого-то количества людей, которые не будут активно созваниваться по разным определенным причинам. И эта сеть достаточно велика. То есть вы понимаете, что это эффект домино. И этих людей, я уверена, что тысячи. Проводились подсчеты, я уже не помню сколько точно, но вот это вот письмо офицеров за честные выборы против насилия подписало около 1000 человек. Это на самом деле большие цифры, потому что всего самых активных таких силовиков в Беларуси около 10 тысяч, которые готовы сражаться на стороне Лукашенко. На самом деле силовиков, даже отколовшихся, было больше, чем у каких-нибудь чиновников. Но их можно понять. Они вживую видели то, что происходило, у них были видео, что они сами творили, они это записывали. И вот здесь помещается 10 человек. А сколько всего работает в Байполе? Опять же, вопрос некорректный. На каждый второй наш вопрос к активистам Байпола вместо ответов «об этом говорить не станем, не вправе, не безопасно для остальных». Ни общие встречи силовиков, уже бежавших сюда в Европу, ни связь с помогающими из Беларуси. Все это снимать нам, чтобы не подвергать риску участников инициативы, не позволяют. Мы можем общаться лишь с теми из них, кто в октябре, когда Байпол официально учреждали, засветился вот на этом снимке со Светланой Тихановской. И если честно, то по-журналистски это сложная работа. У нас нет ни фамилий, ни статистики по этим бойцам Белорусского фронта. Зато есть результаты их работы, регулярно выкладываемые ими в сеть. И они впечатляют. Одним из последних достижений является видео с голосом Карпенкова. Это замминистра внутренних дел? Да, на данный момент замминистра внутренних дел. Создается база данных. Эта база данных, кто попал второй раз, кто попал второй раз, он должен там остаться. Сказано разработать, сделать лагерь, не для военных, не для интернированных, да, а лагерь для особо сорокопытных, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать, да, помещение сделать теплые, да, кормили, да, чтобы работали, но там их держать, пока все не спокойно. В 2021 году в стране, которая победила нацизм, создавать концентрационные лагеря, об этом просто невозможно не сказать. Белорусское МВД заявило, что это фейк. Как вы можете доказать обратное? Мы можем предоставить исходники для проведения фоноскопической экспертизы. Нет никаких проблем. И если Министерство внутренних дел обратится к нам, наверное, мы предоставим. Пришло время, когда, получается, ни один сотрудник правоохранительных органов, даже, получается, ОМОНовец, не должен выходить на массовые беспорядки, не имея с собой огнестрельных оружий. Поэтому президент говорил, что если прет на тебя, применяй оружие, получается, нелетальное, по ногам, животу, по яйцам, либо покалечить, либо изувечить, либо убить. Тут
же прямые призывы к тому, что не бойтесь, отмажут. Об этом узнали в европейских столицах. Я вот буквально вчера был в Вене и встречался в офисе президента Австрии. Мы передали письма и в Организацию Объединенных Наций, ключевым странам Европейского Союза, в саму Европейскую комиссию. Когда фактически создается система концентрационных лагерей, когда власть говорит стрелять в лицо, стрелять на поражение, стрелять по гениталиям. Но об этом должен знать мир. Применяется оружие прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, откачают. Не будут никакой на голову нагрузки. Ну и туда ему никакого. Это лишние люди в нашей стране. Речь идет о встрече с личным составом вот этого ГУБОПа, да? Это такая отборная гвардия бойцов, которые на самом деле занимаются не столько преступностью, вопреки названию, да, сколько, если я правильно понимаю, как раз борьбой с несогласными, с протестующими, так? Отчасти верно. Потому что, да и в ГУБОПе есть честные офицеры на самом деле. Информации мы получаем много, в том числе от очень высокопоставленных силовиков. Просто нужно понимать, что силовой блок, он разделен на огромное количество подструктур, которые зачастую между собой конкурируют. КГБ, там, охрана Лукашенко, прокуратура и Следственный комитет, которые традиционно между собой соперничают. Там есть нормальные, адекватные люди. Мы это прекрасно знаем. И мы с ними на связи. Всегда возникали какие-то группы, которые были против Лукашенко. Проблема была в том, что Лукашенко умудрялся их уничтожать. Это факт. Вот. А сейчас это уже невозможно, потому что Лукашенко поставил себя в ситуацию, когда против него вообще вся страна. Мы же о себе говорим, что мы мудрые, талантливые. Ну так давайте будем мудрыми и талантливыми. У вас есть свои люди во всех правоохранительных органах? Салмаза нет. Это спецподразделение, да, спецназ. Аппарат МВД? Да. Следственный комитет есть, прокуратура есть, судьи есть, пограничники, МЧС. Среди вас есть бывшие ОМОНовцы? Да. КГБ есть. Да. Есть действующий сотрудник КГБ, который консультирует. В этом и проблема. То, что, да, я организовал этот байпол, начинали мы делать изначально его. Потом уже с лицами, которые себя все-таки опубликовали. И то, что представляют, что я руководитель. Я не могу быть капитаном, старшим следователем, руководителем таких лиц, которые включаются в наш байпол. День добрый. Вы же 93-го года рождения, то есть вы из тех белорусов, которые Беларуси без Лукашенко и не знали. Да. Я помню до сих пор, как я у бабушки в деревне, собирал импровизированную машину, и, я к Лукашенко еду. Это еще малой-малой был. Из Щучина, получается, я Гродненская область. У меня был отец военным, служил при авиачасти, но потом, скажем так, в моем родном городе эту часть уже убрали. Ну, она развалилась, грубо говоря, и кто куда уже уходил. Ну, я так понимаю, что в Беларуси, как и в России, для людей, родившихся в провинции, милиция, органы — это, в принципе, один из немногих социальных лифтов, да? Да, вырваться дальше, и особенно, если у тебя нет ресурсов. То есть, У вас была бедная семья? Да, да. А в семье как-то интересовались политикой за столом на кухне? Обсуждали Лукашенко? Нет. Понимаете, когда ты работаешь в провинции библиотекарем, и у тебя 2 детей, то, я думаю, моей маме было точно не до политики, там было для выживания. Я пришел в милицию, когда мне 25 лет было. Наверное, тогда еще закон работал, и был какой-то престиж милиции и вообще органов правопорядка как таковых. Это сейчас белорусских правоохранителей карателями называют. А тогда вас так не называли? Конечно, нет. Я поступил, 17 лет, тебе одели погоны, ты одновременно совсем начинаешь и армейскую службу, чисто мужской коллектив, казарма, все там жестко, и тебе слишком мало лет, чтобы ты интересовался политикой. Даже когда были выборы, я просто 17-летний сидел в актовом зале вместе со своими однокурсниками, и нам включили какие-то якобы панорамы и так далее, провластные эти промывка мозгов. Почему сегодня накатывают на президента, что он хапает под себя? Да не под себя. Если уже и надо, то же мне же много не надо. И как вы воспринимали это все тогда? Да никак. Ты сидишь в казарме, что там происходит, ты не знаешь. Но ведь были акции протеста, репрессий и в 96-м, и в 2001-м, и в 2006-м, и в 2010-м. Это все проходило мимо вас?
Ну, во-первых, масштаб был абсолютно другой. Простой обыватель вообще, наверное, не знал, не задумывался. Ну, вы точно не были простым обывателем. Как вы воспринимали тогда свою сопричастность с этим аппаратом, с этой машиной? Наверное, как некоторые сейчас. То есть меня это не касается, и вроде слава богу. Ну, этот вопрос вы можете таким же образом адресовать и мне, как бывшему члену правительства, послу, который занимал эту должность 7 раз. Мы с чем-то готовы соглашаться. Мы живем в определенных обстоятельствах, условиях, которые связаны с нашим существованием в обществе, нашими близкими, родными. Я не слышал никогда негативных отзывов после посещения Беларуси. Только слова восхищения. И вот эта негативная масса достигла критической отметки, когда мы увидели просто беспрецедентные по масштабам насилие, беспрецедентное по масштабам фальсификации. И 9 числа я, как и многие белорусы, одел белую повязку на руку, сходил в 8 утра, проголосовал на свой участок. За кого голосовали? За Тихановскую, естественно. По тому же Следственному комитету порядка 70% проголосовало за Тихановскую, что на данный момент очень беспокоит власть. Я начал ходить на митинги. У меня бурлела кровь. Ходил лично сам, видел, лично от ОМОНовцев убегал. Я уже и перестал, на самом деле, и уголовные дела расследовать. В первый раз подписываешься на нехту и начинаешь уже, скажем так, видеть и наблюдать все те зверства, которые происходят. На меня больше всего подействовало это вот эти стоны около Окрестина. Вот это для меня был самый ужас. И это было точно в кабинете в моем следственном. Я одной частью мозга понимал, что это реально, а другая часть меня думала, мне кажется, что это специально как-то сделали, засняли, подставили голос. Ну не может быть, что такое произошло. Почему жалуются люди на издевательства? Издевательств никаких не было. Вообще никаких издевательств не было, да? Я с каждым переговорил. Вы ответите за все. В Беларуси же не было интернета несколько дней. Знали, что протесты есть, знали, что людей задерживают, но что делают с задержанными и как людей задерживают, информации не было. И в определенный момент появляются видеоролики. «13 числа вечером по общенациональному телевидению дает интервью тогда еще министр внутренних дел Караев с посылом, что сами виноваты. Сотрудники милиции не каратели и не сатрапы. Они спасают конституционную целостность государства. Посмотрел интервью Караева, а 14 числа утром опубликовал свой пост. Я просто поставил ряд вопросов министру и спросил, что пытки, избиения и выстрелы в спину убегающим безоружным людям — это защита конституционного строя. Затем заступил на дежурство суточное 11-го. Мне повезло, политических выездов не было. Район не в центре города находился. Но в форме я зашел на заправку. И мне монеты сдачу чуть ли не в лицо кинули. Я понял отношение к всей этой системе. Я хочу обратиться к своим коллегам, к сотрудникам других силовых ведомств. Пожалуйста, не бойтесь. Сегодня я на площади. Здесь нет террористов. Здесь нет купленных людей. Это люди, свободные люди, которые просто хотят правды. Я видел, как ОМОН испугался. Они начали ездить, уничтожать доказательства своей вины. Стоит следственная группа, эксперт, я, оперативник. И прибегает какой-то бородатый хрен, не по форме, да, заявляя, что он командир ОМОНа, подразделения ОМОНа. Я докладываю своему руководителю следствия, говорю, такая ситуация, приехал ОМОН, сейчас общается с потерпевшими, просит их заявления не писать, пытается видеозаписи попасть в это здание, удалить и так далее. Что делать? Говорит, я не знаю, что тебе делать. И стоят эти вот, мать и отец этого потерпевшего. И я вижу, как они смотрят на меня, и вот это чувство неловкости, мне было жутко стыдно перед этими людьми. Вернувшись в кабинет, я снял пистолет с кобуры, положил на стол. Все, я здесь работать не буду. И сел уже писать рапорт. Молчать не буду. Участвовать в сокрытии преступлений не буду.
Преступные приказы выполнять не буду. Продолжать работу в силовом блоке не могу. Почему вы решили его выложить в сеть? Ну а как бороться по-другому? Была цель. Какая? Торжество справедливости, если говорить высокими словами. Я надеялся, что это вызовет волну. Волну? Да, но волны не случилось, к сожалению. После опубликования поста провел в Беларуси еще 2 недели, до того, как мне дали понять, что лучше уехать. Я сел, почитал свой рапорт, показал своему одному другу, и он говорит: слушай, ты подставляешься с этим рапортом колоссально. У тебя написано столько, тебя сразу могут задержать. И он мне дал совет, тебе может переписать рапорт, может не стоит так горячо. Я вышел на балкон, и у меня прямо вот на место, где на каменной горке собирались женщины. Я смотрю и говорю: вон стоят, видишь, борются, а мы тут будем в стране. И тогда уже пошла идея, что надо, может, уехать. Но далеко не все силовики, кто уволился после событий августа, смогли либо успели покинуть Беларусь. Дмитрий Кулаковский один из них. Он возглавлял уголовный розыск одного из районов города Минска и в начале осени подал рапорт на увольнение. И в знак протеста выбросил в мусорную урну даже свою форму. Его уволили, но через несколько дней к нему пришли с обыском его же бывшие коллеги. В итоге Дмитрий прошел несколько арестов, карцеров. Из-за отношения к себе даже был вынужден глотать металлические предметы. Через несколько часов мы услышим приговор Дмитрию в этом здании суда. А пока нам удалось встретиться с женой опального милиционера. Да, называли его предателем, то есть говорилось о том, что он переобулся. То есть такие слова звучали. Он не переобувался, просто человек уже не смог смириться с тем, что происходит. Когда он еще работал там, то есть он говорил, что я себе на лбу татуировку, что я ничего не делал, сделать не могу. То есть когда придет момент, когда всем придется отвечать за то, что происходит, я не докажу, делал я что-то или не делал. Нам отступать некуда, и мы отступать не собираемся. Нам позвонили в домофон, это были сотрудники УСБ, которые пришли к нам с обыском. Ну, то есть, получается, от них я уже узнала, да, что он задержан, что он оскорбил какого-то там сотрудника УСБ в сети, как будто бы в «Карателях Беларуси» разместил комментарий. Говорю, что так с ним все нормально, там не бьют его, ничего. Он говорит: нет, вы что, мы же все свои, как бы, что мы будем. Ну, а потом, когда ты из протокола допроса мужа, который зачитывают в суде, узнаешь, что с ним делали, то волосы шевелятся просто. Что с ним делали? Ну, мало того, что, да, его избивали, клали на эти вот ласточка, называется у нас этот прием, когда руки застегиваются сзади наручниками, туда просовываются стопы ног, и ты вот в этом состоянии, когда у тебя выкручиваются суставы рук и все такое, находишься, и тебя еще и ходят, пинают в это время. Ну, там, признавайся, давай ты поедешь домой. Как бы так. Ну, он ни в чем не признался, но его сразу же отвезли в ИВС и поместили сразу же в карцер. Я сначала хотел уехать на родину, побыть там, типа спрятаться. Потом понимаю, как я вырвусь, это, за границей был 2 раза, и то это Украина, Россия, это не Европа, не виз, ничего. Созвонился уже со знакомым с Москвы, и он говорит: давай ко мне едь, а там посмотрим. Едва сбежав в Москву, Андрей узнал: на родине, где он уже снискал известность, ему шьют уголовное дело. Не дожидаясь задержания в России и выдачи Минску, бывший следователь тщетно пытается обратиться за убежищем к Латвии. Сначала едет к границе с ее российской стороны, однако его не выпускают, якобы из-за пандемии. Тогда перебирается в Псков. Там ближайшее консульство Латвии. Забрать визу, впрочем, Остапович уже не успеет. Прямо в гостинице Остаповича задержат местные полицейские, а затем уже у РОВД передадут людям в масках. Наручники с гирей, микроавтобус, и вот его уже везут назад, к Беларуси. Проехали мы так около 4 часов. По звуку я понял, что мимо нас проезжают постоянно фуры, что мы едем к границе. И когда меня высадили, сказали, что я депортирован с территории Российской Федерации сроком на 5 лет. В какой-то момент начал подъезжать уже с нашей стороны аналогичный бус, и я просто убежал в лес.
Я слышал, что по лесу тоже бежали. Мимо меня, то есть проходили вот те, кто они шарили этот лес, и они недалеко, в метрах 20 проходили, а я лежал в траве в лесу. Я замер, я просто не двигался, там ничего. И постепенно в течение 2 недель выбирался до 3 сентября, наверное, с 23 по 3 сентября я выбирался уже в Польшу. Я бегал первые 3-4 дня после опубликования поста, то есть я скрывался, выключил телефон, там ни с кем не выходил на связь. Проблема была у них в чем? То есть, поскольку я был действующим сотрудником, в отношении меня дело уголовное мог возбудить только генпрокурор, председатель Следственного комитета и председатель КГБ, что вызвало бы большой общественный резонанс. Да, поэтому несколько дней у меня было в запасе. И вы оставили в итоге жилье? Да, я оставил 3-комнатную квартиру. В июне я купил машину 2020 года. В августе я улетел в Польшу. Просто с парой чемоданов? Да, 2 чемодана, 2 детей и супруга. Этот рюкзак, все, что у вас было с собой, когда вы бежали? Да, верно. Вы шли куда? У вас был компас, геолокация на телефоне? Вы понимаете, у меня было специально оборудовано. Был надувной матрас с автонаддувом специальный, потому что там было передвижение через реку в момент один. Были 2 пенопласты, такие штуки из пенопласта с нитками, резинками на них. Надеваешь на ноги, и тогда следы не остаются на разграничке перед границей, перед забором. Единственный просчет, я не взял пауэрбанк. У меня навигатор в определенный момент сел, потому что я заблудился. Вам было страшно? Да. Именно страшно в том, что был момент, когда я думал, что я все-таки не выберусь, потому что я уже все устал физически идти и не доберусь. Что почти все получилось, и вот в какой-то момент тебя задержит пограничник, поэтому через реку маршрут и строился, чтобы когда ты ее переплывешь, уже собаки до этого маршрута тебя могут вычислить, дальше нет. Широко довольно. Я плыл 40 минут, наверное. Куда вы так спешили? На свободу. Честно говоря, уже просто хочется, чтобы это хоть как-нибудь, но скорее закончилось. Я все равно надеюсь на то, что, наверное, процентов 90-95, что он сегодня выйдет с любым исходом. Поэтому просто жду встречи. А прокурор запросил 2 года колонии поселения, правильно? Да. То есть, если даже суд удовлетворит требования прокурора, его отпустят домой, чтобы он смог собрать вещи, правильно? Да. Не жалеете ли вы, что ушли из милиции? В этой милиции работать не хочу, которая сейчас. Возможно, пересмотрю свои взгляды, когда произойдут какие-либо перемены. Не жалеете про свое решение? Нет, не жалею. Я это решение принял еще в октябре, находясь в карцере на Окресте. До конца будем бороться. Небо увезли. С 4 декабря первый раз. Через несколько минут прямо на крыльце городского суда, не дожидаясь апелляции, Кулаковского задержат вновь, уже вместе с женой, за то, что оба приняли в подарок у сочувствующих воздушные шары, цветов не того белорусского флага. Это тоже сочтут несанкционированной акцией. Пока одних раскаявшихся силовиков преследовали бывшие коллеги в Беларуси, коллеги, скрывшиеся в Польше, создавали байпол. С их помощью за эти месяцы выехать в соседние страны смогли еще 30 товарищей в погонах по несчастью. Да, ты пока в списках, и поэтому выехать из России ты пока не можешь. Я понял. Никаких идей, вариантов вообще постоянно много наслышно, что людей так или иначе они оказываются каким-то образом на Украине. У тебя нет информации? Есть, но пока что есть варианты. Вопрос, как мы это сделаем. То есть на твоем месте ни туда, ни сюда я пока не уезжал. Он немного помят. Я на фотографии выгляжу как уголовник. Это единственная бумага, с которой вы живете сейчас? Да. По сути, это Европа. Здесь не так часто останавливают на улице. По прилету в Польшу я был направлен в лагерь для беженцев. И это я уже в лагере в Белой Подлянке увидел сообщение о том, что Центр белорусской солидарности помогает силовикам, которые вынуждены были бежать. Так
Я нашел контакт с Андреем и с остальными ребятами, которые решили присоединиться к инициативе. Пока я был в лесу и выбирался, мне было физически сложно. Я там, чуть ли не выл от боли, когда шел, да. Но психологически было здесь в начале, да. Что я не понимал, что делать. Первый раз в своей жизни я, наверное, не понимал, что вообще делать. То есть от того, что вам хотелось лезть на стенку и выть, в каком-то смысле поэтому и возник этот байпол? Из-за того, чтобы не допустить такого же с другими сотрудниками. И изначально байпол это был релокант. То есть только для того, чтобы сбежать и находиться здесь. Истории у всех похожи. То есть это люди, заявившие о себе, заявившие о несогласии с тем, что происходит, выходцы из силовых структур. Как-то о чем-то договариваться, наверное, и нужды-то не было. Все понимали, что цели у нас одни, задачи у нас одни. Все эти дни мы пытались связать друг с другом, навести мосты между порвавшими с режимом и оставшимися служить в лукашенковской Беларуси силовиками. Ни один из офицеров в Минске, на которых выходили мы, не согласился. Откликнулся зато бывший сотрудник органов Олег Гайдукевич, который при раннем Лукашенко начинал карьеру в том самом фрунзенском РУВД, о нем мы уже говорили, а сейчас является одним из известных и, скажем так, более чем благонадежных политиков Беларуси. Правоохранительная система Беларуси одна из лучших в мире. Если есть какие-то нарушения закона в стране, есть прокуратура, есть суды, надо разбираться только в этой стране. Мы тоже придерживаемся этой позиции и обеими руками за. Но подскажите, почему до сих пор ни одного силовика не привлекли к ответственности за то, что происходило 9, 10, 11 числа на улицах Минска, и то, что происходило в застенках Окрестина? Я вам отвечу по-другому. Ни в одной стране мира судьба страны на улице решаться не должна. Никогда в жизни я не поддержу никакие революции, никакие силовые перевороты. Давайте разделять понятие переворота и понятие пыток со стороны силовиков. Я еще раз повторяю, по каждому факту надо в рамках закона проводить проверку. Вина за все произошедшее в стране лежит исключительно на тех политиках, в первую очередь, которые еще до выборов. Это очень дискуссионно. Я не хочу долго вот эту тему мусолить. Так и не надо мусолить. Давайте вернемся к фактам. Были пытки или нет? Еще раз повторяю. Были пытки или нет? В рамках правового поля Белоруссии. Уголовные дела где? Почему должны быть уголовные дела? Уже должны быть уголовные дела? Я сам отработал много лет в правоохранительной системе и всегда убежден в одном. Если силовики уезжают в другую страну и там осуществляют какую-то деятельность, значит, находясь там при поддержке этих стран, вы отстаиваете национальные интересы Польши, Литвы, но никак не Беларусь. А кто оплачивает, в принципе, работу байполов? Ситуация идет в том, что практически она и не оплачивается. Это иллюзия, то, что там приехали, скажем так, представители силовых структур сюда, и им сразу же польское правительство взяло под свое крыло. Это просто работа с диаспорами. В общем бюджете основная часть – это пожертвование диаспоры белорусской или это поддержка Евросоюза, Литвы, Польши? Вообще нечего говорить о какой-то поддержке, потому что мы знаем прошлые примеры, как только это превращается в какое-то содержание, вся идея заканчивается. Что вы имеете в виду? Ну, те политические силы, которые дискредитируются там белорусскими властями, что вот они осели якобы в Евросоюзе на грантах. Так вот, мы не получаем никаких грантов. И не получали. Сидящие в теплых зарубежных кабинетах неудавшиеся змагары продолжают изобретать все новые козни против нашего государства. Волонтеры, именно белорусы, помогали и там средствами гигиены для детей, и какими-то предметами одежды. У вас сколько человек в семье? 4. 4 человека, 2 детей и супруга. И супруга. На 4 человек нам платят 1500 злотых. Это сколько? Это 333 евро. 200 где-то евро я получаю. 200 евро в месяц? Да. А как же вы на эти деньги можете жить в Европе? Я говорю, пока у меня есть свои сбережения. Часть белорусов все-таки отозвалась на призывы деятелей, которые сегодня обустроились в Литве, Польше и жируют на зарубежных грантах. Кто не слепой, то это видит. Вот это наш дворец, наверное, все-таки от дворца нашего президента сильно отличается.
Это якобы кухня и одновременно коридор. Все, вот холодильник не сильно большой, ну, плита вообще не для особого пользования. Чайник появился только вчера. Позади меня стоит матрас, в этой квартире живет еще один человек, но мы его не показываем. Это 8-я или 9-я квартира, в которую я переезжал. 9-я? Да, и в остальных квартирах я вообще не платил за них. Это все были наших белорусов. И наша с вами задача, всех белорусов, решать судьбу здесь, в Беларуси. Я с радостью вернусь. Только для начала надо, чтобы нас не задерживали сразу по пересечении границ. Те люди, которые подверглись пыткам на Окрестина, они могут прийти к вам, и вы будете добиваться возбуждения уголовного дела против белорусских силовиков. Вы депутат, вы имеете, вы уполномочены, как минимум, отправить запрос с вашей стороны. Вы это сделаете? Я все запросы отправил, когда ко мне люди обращались. Ответы? Люди, которые ко мне приходили, все довольны. Все счастливы и все рады моей помощи, которую я оказал. Максим, кто бил? Максим, говори, ну старайся сказать что-нибудь. Это уже не эксклюзивные кадры байпола, а видео через соцсети, облетевшее в прошлом году всю Беларусь. Минчанин Максим Хорошин, далекий прежде от политики, владелец цветочного магазина. В таком вот виде был встречен врачами у отделения милиции из общего реестра, созданной при поддержке байпол единой книги регистрации преступлений. Дело Хорошина этой зимой стало первым расследованным до конца. Все преступление заключалось в том, что в рамках женских маршей, которые были, он раздавал цветы участникам этих акций. За что был похищен представителями ГУБОПИКа. Они привезли его в отдел полиции. Управление борьбы за преступность. Да. Его привезли в отделение милиции, где очень жестко избили. Фото, видео, доказательства преступлений. Плюс заявление со стороны Хорошина было написано на единую книгу регистрации преступлений, выложено здесь. А далее в дело вступила уже команда «Байпол». Материалы по его делу, по его избиению были квалифицированы сотрудниками «Байпол», в том числе как похищение, как пытки. И тут важно было идентифицировать конкретных офицеров, которые... Именно. Да. И благодаря, во-первых, материалам, которые поступили от других представителей силовых структур, которые работают в сотрудничестве с нами. И на основе всех других свидетельств удалось установить тех, кто непосредственно участвовал в похищении, избиении Максима Хорошина. Во-первых, преступники должны увидеть себя в книге, те, которые верифицированы. И их должны увидеть их коллеги, друзья и родственники, которые расскажут им, расскажут их коллегам. Это дает нам очень хорошие, широкие возможности показать всем тем, кто совершил преступление или планирует их совершить, что ответственность неминуема. Но вы не подменяете таким образом правосудие, органы? А у нас оно есть. В Беларуси нет правосудия, оно прекратило существовать. Из Варшавы первые кейсы их единой книги регистрации преступлений уже передаются в соседнюю Литву. Не только по ее законодательству, в Европе предусмотрены так называемые суды универсальной юрисдикции. Речь о преступлениях вроде пыток, гостерроризма, судить за которые по международным конвенциям можно и за пределами той страны, где они совершались. Возможно, написать явку с повинной. Это будет смягчающим обстоятельством. А много обратившихся, явившихся с повинной? Они есть. К сожалению, немного, но есть. Сотрудник обращается с явкой с повинной, получает токен, то есть определенный цифровой набор цифр, который уникален. И, скажем, это ключ, который человек потом предъявит. А вот не будет так. Во-первых, там достаточно была большая конкуренция следователей. Там следователь может быть талантливый, но возможности выбиться, например, выше у него нет. А сейчас, учитывая, что там кто-то ушел, например, из управлений, сейчас у него возможность куда-то попасть, у него возросла, в разы. Даже, может быть, не мечтал работать в Минске и так далее. А Минск — это значит служебное жилье, наверное. Это не очень наивная история, но вы здесь передаете какие-то дела в литовский суд. Какая им разница? Сидят они в своем Гомеле, в Гродно, в Могилеве и продолжают работать. Начнем с того, что белорусские чиновники, например, крайне боятся внесения в санкционные списки за границей. Мы это прекрасно знаем, потому что они выходили с нами на связь и просили не вносить в эти списки. Он на самом деле с вами, но пока не готов об этом рассказать. Волнует ли людей, когда он попадает в черную книгу Беларуси? Я знаю некоторых судей, которых довелось мне спросить, переживают ли они из-за этого. Им абсолютно все равно. То есть они живут в своем мире, и все. И что от этого поменялось? Кто-то не сможет съездить в Египет, он съездит прекрасно
Вольфарадон. Ну, наверное, ему останется только находиться в Беларуси. Но опять же, ведь давайте смотреть правде в глаза. Сколько лет Лукашенко? Сколько лет офицерам МВД, следователям сегодня? Но они же переживут его. А эти преступления не имеют срока давности. Из преступлений, по утверждению членов Байпола, уже расследованных, возможно, самое громкое – это дело Сергея Тихановского. Одного из фаворитов белорусской предвыборной гонки задержали в ее разгаре в мае при сборе подписей и обвинили в нападении на милиционеров. Уже 8 месяцев Тихановский за решеткой. Между тем, в Байполе утверждают, что обнаружили запись с признаниями организатора кампании против него. И что это на тот момент глава МВД Беларуси Юрий Караев. Этот предлаган в стране такого раскачать. На покосившихся заборах, там, стройках каких-то предрайисполкомов и сельсоветов, чуть не там все 5 рублей украли. Я говорил позавчера в интервью, что он, эта тварь, в России видел во много раз хуже все эти вопросы. Но там он рот свой поганый не открывал, мы с мусорами разберемся. А тут приехал на самую тишайшую ниву, на самое покорное население, на самых лучших милиционеров в мире. И начал мусора там, мы раскачаем эту власть. Вот, смотрите. Провокация в отношении Тихановского. Они взяли проститутку, заставили ее под угрозой отобрания детей приехать в Гродно и участвовать в провокации, чтобы Тихановского задержали. И провоцируют его на какое-то насилие, на что он не отвечает. Подождите, не убегайте, слышишь, ты что, вообще офигел? Появляются какие-то 2 участковых, которые потом сразу повышение получили награды. Уберите ее. Стойте, Это все описывается. Кто получил награду, кто есть кто, опознан, кто чем занимался, каждый человек, его фотографии, его данные. Пусть рисуют по пределу, по беспределу, какая тварь опаснее всех. Он разрушитель государства. Нет на него статьи, надо придумать и посадить его на долгую пусть. Пусть здоров там. Возможно ли вести такие расследования без утечек от людей, все еще остающихся в рядах МВД? Их помощь очень помогает. Это и есть партизанское сопротивление. Сейчас, когда на кону проиграть или победить, вам важна мотивация тех людей, которые переходят на вашу сторону? Я просто знаю, чем ближе будет крах Лукашенко, тем больше людей будет, естественно, прибегать, в том числе из-за корыстных интересов, из-за того, чтобы занять какие-то должности в новом правительстве. Меня этот вопрос абсолютно сейчас не волнует. Есть цель, и ее нужно достичь. Поэтому о прочем договоримся уже, когда доплывем. Совершенно верно. А не может ли быть такого, что однажды в тех, кого ты среди активистов Байпола здесь, в других странах увидишь, ты и твои друзья распознают и скажут: секундочку, вот этот же капитан Сидоров, он метелил меня пару лет раньше там-то и там-то. Ну, такое исключать нельзя, конечно, но и ошибка, признать свою ошибку никогда не поздно. И хотя таких шансов уже было много, и чем позже это делают, тем меньше доверия позже будет к этому человеку. Понимаем, что это все сейчас как под копирку. Действия властей происходят... Из тысяч белорусов за годы правления Лукашенко, осевших за рубежом, уехать многих вынудило именно знакомство с силовиками. И смогут ли теперь, соседствуя на новой родине, друг другу доверять те, кто был прежде, как оказалось, по разные стороны баррикад? Я им не верю. Я общалась с ними 5 раз. Я сидела на ИВС. Они зомбированы, они все говорят как под копирку. Все как один говорят одно и то же. Поэтому я эту систему знаю изнутри. Мой отец милиционер, дедушка и все остальные. И понимал всю сущность ситуации, и зверства уже тогда проходили. Тогда люди исчезали. Он понимал, что происходит. И слова его были: «А что я могу один?» Если вдруг обнаружится, что биографии у людей, перешедших на вашу сторону, не столь чистые, им это нужно простить? Да, я считаю, что да. Если нет убийств, да. Я не знаю. Даже если они никого не убили, не знаю, можно ли такое простить.
Значит, передо мной сидит бывший московский журналист, который утверждает, что он скачал к себе базы данных с личными сведениями о сотрудниках белорусского КГБ. Да. Как мне понять, что вы не блефуете при этом? Ну, следить за новостями из Беларуси их будет много. Тут просто важно пояснить, что по предыдущему роду деятельности вы айтишник. Я пиарщик компании, которая специализируется на кибербезопасности. И вот за те годы, что я там работал, я прочитал много хороших книг, много чего научился. В частности, я выяснил, что за последние 4 года около 6 раз сливались базы сотрудников КГБ в Даркнет. Просто все сотрудники с именами, фамилиями. А почему это не было обнародовано тогда? Зачем это публиковать? Зачем некто публикует адреса людей? Чтобы люди пошли и убили кого-то? Вам не очень нравится эта тактика? Нет, абсолютно не нравится. Нужно понимать, силовики, они работают с силовиками. С ОМОНом должен говорить бывший ОМОНовец. Мы тут, наверное, с Байполом немного разнимся, потому что, на наш взгляд, с ОМОНом мы уже не будем разговаривать. Мы с ними будем разговаривать только во время какого-нибудь Нюрнбергского трибунала. Многие называют действия некто не совсем гуманными, например. Это подстрекательство и самосуд с точки зрения той стороны. С точки зрения стороны все на свете подстрекательство и самосуд. Но мы считаем, единственное, что может их остановить хоть как-то, это Дианон. У нас были случаи, я помню, когда кто-то кого-то деанонимизировал, а в итоге оказывалось, что это не те люди. И начиналась травля невинных людей. Я вынуждена записать это видеообращение из-за травли, угроз и оскорблений в адрес меня и моей семьи, из-за фейковой информации в сети интернет. Я не работаю в департаменте охраны с весны этого года. Я никогда не была в Окрестино и никого не пытала и не мучила. Что лучше, да? Затравить 100 виноватых или затравить одного невиноватого? Это очень серьезный вопрос. При всех потрясших страну проявлениях жестокости и садизма силовой блок Беларуси в будущем Байпол предлагает не разгонять, как, например, это делали в Грузии, а реформировать с сохранением работы для большинства силовиков, обслуживавших Лукашенко. А что именно вы подразумеваете под реформой? Я читаю, вы, среди прочего, предлагаете переименовать милицию в полицию. У нас в России тоже такая реформа была. Очень верное замечание. Я хочу вам сказать, что реформа — это не переименование, реформа — это не смена формы, реформа — это изменение прежде всего сознания людей. Мы планируем превратить систему МВД в сервисную службу, это первая задача. Второе — сделать ее максимально прозрачной и открытой для людей. Меня смущает другое. Что может быть временное решение, которое вроде как успокоит людей, с одной стороны, но никого не привлекут к ответственности, как, например, Украины. И дальше что? Я не знаю, как к своим клиентам смотреть в глаза, если не привлекут к ответственности тем, кто творит эту дичь. А почему вы, в принципе, верите в то, что этот силовой блок, запятнавший себя в репрессиях, подлежит реформированию? Потому что я верю в то, что люди могут меняться. И мы видим, что белорусы совсем другие, не те, которыми они были год назад. Надо сначала победить, вернуться домой, а потом заниматься реформами. Мы не знаем, через сколько мы вернемся домой, и будут ли эти реформы актуальны к моменту возвращения. Я думал, что вот-вот победа. То есть я думал, я уеду, вернусь уже в Новую Беларусь. Прошло почти полгода. Никогда не сомневайтесь в моей решительности. Я никогда не отступлю. У него поддержка тает постоянно. На тех, на кого он надеется, эта поддержка постоянно тает. Вы не выдаете желаемое за действительное? Нет. Воспринимать себя как проигравший — это не вариант. Да даже если говорить о временах борьбы Польши той же и времен солидарности польской, они говорили: власти зима ваша, весна наша. Поэтому грядет весна, и я уверен, что все еще впереди. Чем вы будете заниматься в прекрасной Беларуси будущего? Сам бы пошел бы в киноиндустрию, наверное. В киноиндустрию? Да. Мне кажется, по мотивам вашей биографии можно такие сценарии сочинить. Я больше фантаст. А это не фантастика, все, что вы сейчас... Нет, а это, к сожалению, документалка.